Привет! Мы сегодня с тобой поговорим про балкон в частном доме. Что это вообще такое за зверь и как с ним жить? Вообще, несмотря на мое скептическое отношение к балконам, сейчас очень многие заказчики, особенно если это дом там, двухэтажный как минимум, хотят балконы. И я их прекрасно понимаю. Но все-таки с этим вопросом нужно разбираться поподробнее, потому что в балконах есть определенные как и плюсы, так и минусы. Поэтому мы сейчас с тобой разберемся, окунемся, как обычно, в историю, разберем вообще, что, какие бывают балконы, как делается водоотведение и прочие все эти вопросы. Давай, можно, в принципе, заварить чаечку, потому что, как обычно, это будет наш небольшой выпуск. Короткий исторический экскурс. Вообще, балконы изначально появились в XI-XIII веке. Там историки расходятся. Корни слова «балкон» непосредственно происходит от немецкого «балка», потому что раньше, по сути, все балконы были это деревянные балки, выпущенные из плоскости стены. А про плоскость стены. Вообще, есть еще такое понятие, как лоджия и балкон. Их многие путают. Балкон – это конструкция, выступающая из плоскости стены. А лоджия, она заглублена в само здание и имеет ограждение с трех сторон стенами. Поэтому в многоквартирных домах чаще все-таки у нас бывают лоджии, хотя иногда и балконы. Раньше делали чаще балконы, сейчас чаще делают лоджии. Но это к многоэтажным домам относится. Кстати, еще такой момент. Все, что я буду рассказывать про водоотведение, гидроизоляция и прочие все дела, что относится к балконам, точно так же относится и к лоджиям. Но мы говорим о балконах. Смотрим, где же балкон-то у нас? Балкон есть, а двери, сука, нет. И так во всем доме, сука. Когда-то в стародавние времена балкон служил для достаточно утилитарной задачи. Он нужен был для того, чтобы просто иметь возможность лучшего обзора. Вообще это была, по сути, охранная функция. Обозревать с здания стены, возможно, как можно дальше, чтобы иметь обзор. В принципе, это и была основная функция. Потом в городах балконы начали появляться. Вот здесь немножко справочки такие расходятся, потому что многие исторические наши исследователи считают, что балконы в городах появились для того, чтобы было комфортненько справлять нужду или там выливать помои на улицу. Но это уже такой момент спорный. Мне вообще есть даже такая теория, что, например, французские балконы, которые по ограждению имеют вот такой выступ, вот такой вот выступ. А он нужен был для того, чтобы было комфортненько на улицу Нужду справлять. Справлять нужду. Да, что я маюсь-то, господи. Вот. Но, опять же, европейцы почему-то об этом не очень сильно любят рассказывать, как-то углубляться. Это больше такие конспирологические уже теории. Поэтому, если ты что-то знаешь поподробнее, можешь написать в комментариях. Это вот welcome. Кто знает в теме, может быть, у кого-то есть факты исторические, они могут подтвердить фотографии какие-нибудь. Но хорошо, когда-то балконы это была утилитарная вещь. По сути говоря, для того, чтобы можно было что-то вылить на улицу. Не из окна, а как бы более комфортно. Потом со временем все-таки балконы стали становиться больше декоративным. Это было для красоты. Ведь для любви и камень не преграда. На все любовь посмеет посягнуть. И не помеха мне твои родные. И для эстетического уже таких соображений. Это уже становилось больше таким статусом богатства, потому что балконы становились все более навороченные, их стали украшать всякими ковками, перилами, балясинами, и это уже больше такая статусная вещь. Это где-то там к 17, 18, 19 веку. В современном мире, где-то в 19-20 веке балконы стали исключительно утилитарной вещью. В многоэтажных домах это было, по сути, единственное место, где ты мог повесить белье, выйти там, не знаю, покурить. И что еще? Использовать как такое промежуточное место хранения ненужных вещей, как у нас обычно бывает. Такая
промежуток между помойкой и квартирой. Ты сначала вещи на балкон стаскиваешь. Когда-то, да, это было вот такое функциональное значение. Сейчас же, уже в 21 веке, у нас же 21 век сейчас. Да, спасибо большое. Сейчас же, в 21 веке, балконы снова становятся больше именно эстетической и архитектурной деталью. Их используют для возможности красиво обозревать. Первая функция – обозревание. Вторая функция балкона в современном виде – это все-таки уже такой почилить вариант. Там посидеть, попить чаечку, кофеечку, покурить кальянчик, понаслаждаться видом. Ну и третья такая функция – это уже украшение фасада. Опять же, в современном виде функциональное назначение балконов вот для обзора, он уже более такой спорный вопрос. Просто в современном мире панорамные окна заменили уже балконы в массе своей. Никто белье на балконах не сушит, потому что есть уже всякие стиральные машинки с функцией сушки, есть домашние сушилки. В принципе, в каждом проекте, который мы проектируем, мы стараемся закладывать постирочные. И сейчас назначение балкона, по сути говоря, это почилить и просто насладиться внешним видом. В двухэтажных домах, или еще там в трехэтажных, там, все-таки чаще они двухэтажные бывают, балконы сделаны для того, чтобы можно было красиво выйти и посмотреть на природу, окружение, вид на горы, на море. Это вопрос, по сути, остается. И это полностью оправдывает существование балконов в современном мире. Короче, самый главный враг балкона – это у нас вода. Там еще немного у нас вредит солнце, но это опосредованно, поэтому мы ее вскользь коснемся. Первая и самая главная проблема балконов абсолютно всех – это водоотведение. И для того, чтобы с этим справляться, у нас есть определенные мероприятия, которые необходимо делать. Первое, как бы очень странно ни звучало, над балконами чаще всего делают крышу. Капитан. Ну что ж, моя работа здесь окончена, я полетел, прощайте. Спасибо, капитан Очевидность! Это фактически всегда решение домов, которые делают деревянные. Вот эти классические шале, деревянные дома, там чаще всего выступ кровли над балконом делают большой. И это является частью уже общей конструкции какой-то веранды, крыльца. И также там чаще всего на этих балконах деревянные настилы, между которыми есть щель, через которую протекает вся попадающая вода. Поэтому вопрос водоотведения в таких вещах, он получается такой неорганизованный. Но больше всего там защищает именно тот факт, что есть большой навес, точнее говоря, свес кровли, который от большого потока воды защищает, он не защищает от косых дождей, но все-таки не так сильно заметает, не так сильно заливает. В принципе, в тех же самых всеми любимых вот этих вот шалешных картинках, которые мы все любим, там с Альпами, альпийскими домиками, именно так и борется с водоотведением. Плюс в самом настиле балконов деревянных там щели, через которые все протекает. Под этим балконом в дождь ты не спрячешься. Второй вариант защиты балконов – это, конечно, остеклить, как это часто делают как раз именно в городах, в многоэтажных домах. Но прикол именно частного дома, то, что балкон все-таки не используется как веранда. Чаще всего это так иногда время почилить. И остекление уже вот балконов как раз в частных домах – это уже такая крайняя форма, когда уже устал бороться с водой. Поэтому это такой частный момент, это для городских, оставим это им. А в нашем случае основной способ водоотведения с железобетонных балконов, потому что в современном мире, слово. В современном мире балконы чаще всего делаются за счет выпуска железобетонной плиты из плоскости стены. Или отливают эти балконы, или конструктивно закладывают, но чаще все-таки это отливают. Напоминаю, что у балконов именно в силу конструкции не очень большая несущая способность. Поэтому те люди, которые занимаются остеклением балконов,
которые на это дело не рассчитаны, очень сильно рискуют, потому что сами стеклопакеты много весят, а некоторые балконы не рассчитаны на вес стеклопакетов. Поэтому этот вопрос остекления мы убираем и переходим непосредственно к именно водоотведению с балконов. В современном мире для покрытия непосредственно балконов используют два основных типа. Первое – это плитка, второй – это декинг или палубную доску так называемую. В принципе, и то, и другое хороший вариант, все больше от стилистических и таких архитектурных предпочтений зависит, ну, кому что больше нравится. Но два ключевых отличия. Гидроизоляция под декингом делается сплошная, и через нее декинг все проливается, и вода куда-то отводится. Куда отводится, мы поговорим чуть-чуть позже. В плиточном покрытии есть, опять же, два способа. Гидроизоляция находится под плиткой, и сама плитка за счет затирки тоже имеет гидроизоляционные свойства, с нее все стекает. Но вопрос всегда возникает в том, куда это и как это стекает. Мы плавно подошли к вариантам водоотведения. Первый способ водоотведения – это неорганизованный сброс воды. Иными словами, делают просто капельник. Я слово забыл. Отлив. Они называются парапетные отливы или капельники. По сути говоря, это металлическая планочка, которая имеет специальный изгиб, чтобы сделать отрыв воды. Почему это неорганизованный свод воды? Потому что по всей плоскости текет и капает. И это самая большая сложность вот этого неорганизованного сброса воды. Потому что если этот капельник сделают неправильно, он будет слишком близко к самому балкону, парапету сделан, то будет течь по парапету, будет течь по балкону непосредственно вода, и это уже будет приводить к разрушению балкона. Разрушение это в длительном периоде, а в коротком периоде вы получите сразу подтеки и сопли по балкону. Он будет выглядеть некрасиво это все будет выглядеть. Особенно в углах балконов все это будет течь по фасаду. Если фасад особенно штукатурный, да и кирпичному фасаду это тоже не придаст какой-то симпатичности и эстетичности. Если отлив сделают слишком большим, он будет постоянно греметь. И с него тоже будет постоянно все это дело срываться и лететь очень некомфортно. Поэтому правильно установленные отливы – это тоже отдельная наука. Но благо дело сейчас специалистов хватает. На мой взгляд, вот этот вот открытый сброс воды, он имеет право на жизнь, если под нами ничего нет. Условно говоря, чаще всего балконы у нас появляются, например, над крыльцом, над верандой. И вот этот вот неорганизованный сброс воды может просто людям, которые на веранде, капать за шиворот. Но это не совсем хорошо. Поэтому капельникам добавляют такую вещь, как водосборные воронки, соответственно, такую же водосточку, как и на, собственно говоря, сам дом. И это уже более такой правильный вариант, он эстетический. Единственное, у него такая же проблема, как у любой водосточки. Туда нужно закидывать подогрев, его нужно чистить, за этим нужно обязательно следить. Если это не делать, то через какое-то количество времени сопли потекут уже вообще по стене, по всему. Это не очень правильный вариант, поэтому обязательно подогревы и чистка водостоков просто по дефолту. Третий тип отведения воды с балконов, по сути говоря, он самый сложный, он самый геморройный, о нем нужно подумать еще при возведении балкона. Это внутренние сливы. Вообще есть еще вариант отведения воды с балкона, на котором есть парапет, когда прокалывают парапет и делают вот эти парапетные воронки. На мой взгляд, это не очень симпатично. Хотя бы потому, что это конструктивно плохое место. Оно постоянно засоряется, постоянно протекает. Это геморройное именно место. Да, и всегда вопрос, куда эта парапетная воронка выходит. Если она выходит на фасад, вот таким писюнчиком торчит, это не прикольно. Либо там должна быть водосточная труба, либо еще как-то этот вопрос решать. Но можно сделать скрытое водоотведение, когда отливом от стен, от парапета к центру делается водоприемная воронка, и она уже внутри спрятана. Либо вариант отводить к краям балкона непосредственно через скрытое водоотведение,
делать дренажные лотки, соответственно, которые также уйдут в трубы, которые уйдут в дренажную систему или присоединятся к водосточной системе. В принципе, схемы, они существуют, они понятны, но об этом нужно обязательно заморочиться на этапе строительства. Вот если это сразу не предусмотреть, потом начинаются проблемы, о которых я говорил в начале. И последний способ защиты от воды, который необходимо делать на балконах, на которых сделано именно плиточное покрытие, тем более если этот балкон не имеет большой свес кровли, то, пожалуйста, на этих балконах очень рекомендую делать обогрев. Специальный уличный обогрев. Не думайте, что он работает всю зиму, нет. Он работает, по сути говоря, по весне. Включается там 3, 4, 5 раз всего лишь за сезон. Этот электроподогрев нужен в демисезонной, как раз вот в весеннюю погоду, для того, что когда может выпасть снег и подогреть солнышко, вот оно где может привести, и происходит налипание снега, подтаивание и замораживание. И вот как раз с этим, чтобы бороться комфортно, и нужен вот этот вот подогрев. Если, опять же, его не делать, на балконе будет лед. Если там лед, то либо вы не можете этим балконом пользоваться, то бишь выходить на него, либо вариант Б, этот балкон со временем льдом зарастет именно в сторону водоотведения, и как следствие все это дело нахрен поразрывает. Лед, напоминаю, рвет все, что угодно. Плитку разорвет, дерево разорвет, бетон разорвет. На закрытых балконах, которые, по сути говоря, как бассейны, это самый такой вот сложный момент. Поэтому еще раз пройдемся. Водоотведение внешнее или внутреннее скрытое, подогрев и по возможности еще при архитектуре накрываем это все дело крышей. По возможности. Почему я противник балконов вообще-то? Потому что очень часто сталкивался с хреновыми последствиями правильно сделанных балконов. Например, вот 2 истории, которые вот произошли со мной там в разный период времени. В одном случае заказчик наш заказывал у нас дизайн интерьера в таунхаусе, который он купил. Проблема этого тауна была в том, что он был построен и стоял неотделанный, ничего там с ним не делалось, в течение года. И на нем был сделан балкон, который имел парапет, внутреннюю гидроизоляцию и даже водоотведение. Так вот, этот парапет был сделан неправильно, водоотведение было сделано неправильно, и в итоге, так как это еще и была и северная сторона, на балконе образовался мох. Так мало того, что он образовался снаружи, это как бы хрен бы с ним, так он еще пророс внутрь помещения. Это вот насколько там хреново было все неправильно сделано, как это быстро все проникло в дом, что по итогу нам пришлось еще заниматься там целой операцией по полной переделке этого балкона. Мы там переделали гидроизоляцию, все делали заново, его облицовывали плиткой. Вот это прям, просто очень неприятный момент. А более распространенная ситуация, с которой я тоже, к сожалению, часто сталкиваюсь на объектах, которые мы там, например, занимаемся дизайном, когда нас приглашают, или вариант, что мы занимаемся реконструкцией каких-то зданий. Часто с балконами проблема в том, что отлетает вся плитка. Даже я встречал одну ситуацию, когда плитку дворник поколол на балконе. Он вышел, там мраморная плитка, ледорубом похерачил. На следующий сезон пришлось менять всю плитку. Я не знаю, что там потом сделали с этим дворником, но лед на балконах лучше не отбивать. Если уж он образовался, то потерпите до конца, до начала лета, вернее сказать, что он сойдет сам. Но колоть его на балконах точно не надо. Третья штука, с которой я сталкивался в своей практике, это балкон декоративный, который был сделан, по сути, исключительно декорацией на фасаде здания. И особо умный человек решил его остеклить и присоединить еще и к дому. В итоге он там захерачил стяжку, он там поставил стеклопакеты трехкамерные, навороченные, все дела. Все нормально. Потом после этого балкон отломился. Он не обрушился, он начал просто растрескиваться и отходить. Пришлось срочно все это дело демонтировать, ставить усиление консоли какие-то дополнительные. Балкон просто банально не был рассчитан на такую нагрузку. Это вот внимание нужно тоже понимать. Балконы –
это не место, где можно проводить сейшны, какие-то огромные тусовки. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Ну, в классических, конечно, домах. Бывает, что и можно на некоторых балконах проводить и сейшны, и тусовки. Ну, как вот на этом, например. Но все-таки в частных домах это просто место для 1-2 человек максимум. И, может быть, какой-то небольшой мебели. Как относитесь к а-ля балконам, которые 2 окна, вот так вот они открываются? Мансардные балконы, да. Вот это, что это? Да, есть очень прикольное решение. Велюксовые ребята первые ввели. Оконно-балконная система. Я даже не помню, как она называется. Потом посмотрим. Прикольно для мансардных домов. Фишка в том, что мансард не так часто проектируем. Все-таки это такое решение, оно должно быть оправдано очень сильно, его применение мансарды. Так же, как и 2-го этажа. Но по мне это прикольный гаджет, чисто маркетинговый. Потому что один раз там это сделал, там повеселился. Если у тебя в городе такой балкон, ты его не будешь открывать, потому что ты в городе находишься. У нас в городе все обычно закрыто. А я только все время, я им тебе рассказываю, или это нормально, когда мы вот так, да. Вот. А когда за городом вот это вот прикол, то, что ты будешь вот это все расхлябывать, там тебе мухи полетят, комарики такой, ты там начинаешь сеточки из. Короче, это скорее такая приколюха в каком-нибудь очень пафосном коттеджном поселке, возможно, где, например, есть такие системы по уничтожению комаров на большой площади. Есть такие системы, которые приманки для комаров, они там, одна приманка может радиусом 50 метров вокруг себя уничтожать всех комаров. Если интересно, напиши в комментариях, мы о них расскажем. Может быть. А вот в плане установки они течь не будут? Слушай, давай так. Она же закрыта. Закрыто, да, не течет. Понятно. Кстати, это основная проблема протекания мансардных окон. Их забывают закрывать. Да, сплошь и рядом. У каждого моего заказчика, у которого было мансардное окно, была такая история, как один раз не закрыли. По мне, это прикольный гаджет. Короче говоря, вот это окно, это прикольный гаджет. Но почему нет? Если у тебя реально охеренный вид какой-нибудь, он имеет право на жизнь. Может быть, ты не только любишь красивый вид, может, ты любишь создавать красивый вид. Ой, смотрите, опять этот голый мужик зарядку делает. Французский стиль. Да. Не французский стиль, давайте не будем. Он немножко... Кстати, о французских балконах тоже маленькая историческая справка. Французский балкон – это, по сути, остекление в пол, которое имеет снаружи еще ограждение. По большому счету, это не балкон. Это такое красивое название окон в пол, которые имеют ограждение. В лучшем случае, там на глубину вот этого подоконника может выйти человек, вот прям буквально вот чуть-чуть вперед. Это было сделано для того, чтобы просто перила, банально, люди не брякались с этого окна, а это остекление необходимо для того, чтобы можно было открыть, больше создать светового потока. Это уже более современные штуки, хотя злые языки у нас там сидят и говорят, что это сделано для того, чтобы они могли срать с этих балконов. Но хрен его знает. Я не жил в 15-14 веке во Франции. Не могу я об этом точно знать. Но хрен знает. Может, наши подписчики знают, кто-то там по старой памяти. Это наши Это злые языки. Злые языки. Это исторические. Да. Злые исторические языки. Я не знаю, что там, как Паша это монтировать. Паша, привет. Короче говоря, подводя общий итог вот этой вот балконной теме. Если тебе очень хочется балкон, если ты знаешь, что у тебя там будет классный вид, или как, например, мои заказчики, которые сказали сразу на первой встрече, что нам на 2-м этаже из спальни обязательно нужен балкон, потому что мы курим как паровозы. Это вполне законное их право хотеть балкон. Еще у них с этого балкона был там вид, открывался неплохой. Эстетический балкон хотите? Тогда делаем правильно, применяем правильные решения, задумайся об этом заранее
Если вы не знаете, что с этим делать, обращайтесь к нам. Мы проектируем дома и с балконами, и без балконов. Поэтому делай правильно, и будет все зашибись. Целую. Пока. Хотя наши многие зрители, которые, например, в южных регионах находятся, скажут, что у нас в каждом доме есть балкон. Я даже не спорю, ребят. Но вопрос водоотведения в ваших вот этих вот теплых краях точно так же стоит. Я понимаю, что есть вообще сухие края, какой-нибудь там, например, там в Калмыкии, где дождей вообще мало, и водоотведение не так сильно для вас вообще геморройно, и морозов-то там, в принципе-то, сильных не бывает или бывают. Проблема с водой, она не так сильно стоит. Но у нас в южных регионах воды тоже, дай боже, хватает. Все это дело льет по фасадам, все это очень некрасиво. И если вы заморачиваетесь эстетическим видом внешнего дома, то это надо решать, эти вопросы. И я также чаще на югах обнаруживаю, что да, балконы есть, но чаще всего на них растет какая-нибудь плесень или мох, или там отваливается повсеместно плитка. Короче говоря, это не самые прикольные штуки. Поэтому вопрос водоотведения для вас тоже важен. Слушай, ну что, надо, наверное, сказать, что там подписывайся, ставь колокольчик. Если вдруг ты осваиваешь новые видеохостинги, например, Яндекс.Дзен, то, пожалуйста, мы туда давно уже несколько лет дублируем всю информацию. Присоединяйся. Точка. И еще привет Ютубу. Короче, про Рутуб мы лучше будем молчать. Один тот единственный модератор, который у них есть, я думаю, сейчас охеревает просто от этого всего. О, бля, я надеялся, что до этого не дойдет.